Друзья, всем привет! С вами Егор Еремеев. Я сейчас нахожусь на территории университета Торонто. В Торонто. Что логично. Значит, университет Торонто, он пользуется спросом у многих студентов всего мира и у русскоговорящих студентов. Почему? Университет Торонто — это что-то типа нашего российского МГУ. Ну, скажем так, один из топовых университетов Канады. Также университет Торонто, он может соперничать с такими университетами, как Гарвард, Йель. Знаете почему? Ну, хотя бы потому, что он дешевле, практически в 2 раза. Здесь средняя стоимость учебы стоит порядка 45 тысяч канадских долларов в год. А это где-то порядка 35 американских. Тот же самый Гарвард и Йель будут вам стоить 60 тысяч долларов. Да, как бы это все дорого, что одни университеты, что вторые, что 30 тысяч долларов, что 60 тысяч долларов. Это не дешевое удовольствие. Ну, к примеру, я зашел, поковырялся на разные сайты, и там написано, что уровень зарплат выпускников в среднем составляет 50-60 тысяч долларов в год. Ну, то есть будете тратить вы 45 тысяч долларов, а потом получать 50-60 тысяч долларов. Ну, это выпускники. Что дальше, как бы куда вы устроитесь, естественно, цифры могут быть и выше, и двигаться по карьерной лестнице вы можете как хотите. Ну, скажем так, все зависит от вас. Значит, университет Торонто. Во-первых, сам университет, он состоит из 8 колледжей. Ну, то есть департаментов или отделений. Каждый колледж был основан независимо друг от друга, то есть это не сразу это все было создано, да, и потом это все объединилось в один университет. Каждый колледж отвечает за свои предметы. Естественно, у университета Торонто есть более сильные направления, есть более слабые направления. Сильные, к примеру, психология, политика, география, медицина достаточно сильная здесь. Ну, как бы спектр предметов очень большой, поэтому тут уж вы сами смотрите, что вам надо. Значит, за моей спиной играют в хоккей, да, или лакросс, или что-то такое, короче, девчонки. У университета порядка 50 своих спортивных клубов. Ну, естественно, вы знаете, да, что в Канаде спорт номер 1 — это хоккей. Ну, естественно, популярен и баскетбол также. К примеру, я приехал, когда проходили матчи Лиги Чемпионов по футболу, а я товарищ футбольный, скажем так, а не хоккейный. Вот. Ну, с кем не общался, им дела нет до того, что происходит в Лиге Чемпионов, но зато все следят за хоккеем, все знают всех игроков, как женщины, так и мужчины. И очень популярно у женщин также заниматься хоккеем. Ну что, ребята, давайте пойдем посмотрим, что вообще представляет собой данный университет. Вот, к примеру, здесь рядышком со мной вот это здание, это музей искусств университета. То есть у университета есть свой музей. Также у университета есть свой фитнес-центр. Ну, это как вы поняли, да, я вам уже сказал, что здесь порядка 50 клубов различных спортивных. Ну и фитнес-центр. Вот он, фитнес-центр. Наведись, камера. Вот камера навелась. Теперь камера опять обратно на меня наведись. Само здание, точнее комплекс зданий университета Торонто, они представляют собой архитектурную ценность. Потому что все здания, они выполнены в таком готическом стиле. Ну, не все, но как бы часть, да. Вот, видите, я прошел через такую арочку. И университету порядка 200 лет. Уже, ну, почти 200 лет. И основан он был королевой
Елизаветы. Помимо того, что учится огромное количество студентов, здесь также куча туристов, которые приезжают с видеокамерами, с фотоаппаратами. Ну, как и МГУ. Все то же самое. Только в Торонто. Сам комплекс зданий университета находится в даунтауне, то есть в центре. Здесь много магазинов, всяких шопинг-улочек, шопинг-райончиков таких. Ну, красиво. Красиво, ничего не скажешь. У университета также крупнейшая библиотека среди всех университетов Канады. Эта библиотека, она уступает только библиотеке Гарварда и библиотеке университета Йель. Кстати, в парке университета бегают там всякие белки. Ну, вот сейчас пробежала, не видно. Сложно показать. Чем-то напомнил парк университета МГУ. Там тоже всякие белки, деревья, рядом ботанический сад. Ребята, пользуясь случаем, пока я здесь, в Торонто, возле университета Торонто, расскажу вам немножко про Лигу Плюща. Знаете, что такое Лига Плюща и вообще почему они так называются, да, Лига Плюща? Лига Плюща – это ряд университетов, да, крутых университетов, одних из лучших университетов мира. Видите? Сзади на университете есть плющ. Так вот, Лига Плюща, она объединяла университеты, которые, ну, как бы имели типа там плющи, вот. Но эта Лига Плюща объединяла, на самом деле, не университеты, а команды университетские, которые между собой соревновались. Ну и так как университеты были сами по себе сильные достаточно, потом уже это приняло такую форму учебную, академическую. Чтобы вы имели представление, где находится университет, он находится в центре города, да? Вот один из корпусов. Вот так вот я повернусь, и сзади можно увидеть CN Tower. Это как раз вот башня, их, которая 550 метров в высоту. 563, по-моему, если быть точным. Вот еще один корпус. Здание Сэнфорд называется. Правильно? Да, Stanford Fleming Building. Значит, это корпус, вот мы можем прочитать здесь. Смотрите. Engineering. Это инженерное направление. То есть, как я вам и говорил, что да, разные корпуса отвечают за разные свои направления. Там, значит, у нас Engineering, а вот здесь напротив здание называется механической инженерией. Mechanical Engineering Building. 5 King's College Road. King's College Road. Там сзади написано у нас, где разум встречает машины. Вот еще здесь рядышком у меня получается здание фармацевтики. Был корпус инженерный, был корпус медицинский, был корпус фармацевтики. Все здесь на одной территории. Давайте попробуем с вами зайти в корпус фармацевтический. Такое современное стеклянное здание. Посмотрим, что внутри там. И вообще, разрешат мне пройти? Ну, думаю, что разрешат. Вот так это все выглядит. Здесь такой студенческий холл, где все собираются. Ладно, пойдем отсюда, пока меня не поймали. Ну, в общем, как бы вы поняли, да, то есть можно зайти и посмотреть, без всяких там студенческих карточек, никто меня ничего не спрашивал. Но это в этом корпусе, по фармацевтике, вот, из которого я выхожу. Видите? А там корпус, Сан-Джордж корпус Святого Георгия. Там стоят полицаи канадские. Вот они мне сказали, во-первых, снимать мне запретили там. Сказали, как бы фоточку могу я сделать, а снять нельзя. И там вход только до красной линии, и не дальше. Там заходишь, грубо говоря, и 5 метров территория, можешь там в холле посмотреть что-то, но проходить, там же само здание запрещено. Как вы уже поняли, обучение в Канаде платное.
бесплатного обучения здесь нет. Проживание студентам, общежитие здесь тоже платное. Средняя цена на проживание в общежитии порядка 5000 канадских долларов в учебный год. Если разделить, это порядка $500 в месяц. Ну, понятно, там есть плюс-минус, в зависимости от общежития, в зависимости от того, будете ли вы проживать один или вдвоем, или втроем с кем-то. Ну, стандартно это вдвоем. Ну, был вчера в нескольких общежитиях, были как бы комнаты как на одного, так и на двоих, так и на троих. Тут уже как бы как вы найдете, какое будет учебное заведение. $500 в месяц. Доллар у нас канадский 50 рублей, получается 25 000 рублей в месяц. Это вам будет обходиться общежитие. Что касается квартиры, ну здесь уж как найдете, тут уже как бы куда глаза глядят, скажем так. И вообще, почему учеба в Канаде является хорошей альтернативой той же учебе на английском языке в Великобритании или в Америке? Ну, во-первых, просто если сравнивать с Америкой, то это, откровенно говоря, дешевле. Да, как проживание, так и само обучение. Вот как, к примеру, университет Торонто, да, здесь я уже сказал, стоимость обучения средняя 45 000 канадских долларов, что эквивалентно 35 000 американских долларов. Но какие еще есть схемы? Канадцы, ну и не только канадцы, а многие международные студенты могут начинать обучение не в университетах, а в колледжах. Колледжи специализируются на каких-то определенных направлениях. И колледжи, они стоят практически в 2 раза, а то и больше, дешевле, чем университет. Есть колледжи, которые специализируются на поступлении в топовые университеты. И, к примеру, в колледже вы будете платить 14-17 тысяч канадских долларов за первые 2 года. Это эквивалентно, ну, грубо говоря, да, 12 тысячам американских долларов за год. Вы проучитесь в колледже 2 года и потом можете перевестись в университет. Либо закончить высшее образование в самом колледже и также получить диплом и бакалавр и доучиться 4 года. Но вот схема 2+2, она очень популярная. То есть вы начинаете учиться, и этим самым вы экономите порядка там 30 тысяч долларов, и плюс потом приходите в топовый университет, заканчиваете его и получаете диплом топового университета. Почему стоит вообще ехать учить английский язык, к примеру, в Канаду? Потому что стоимость, опять же, да, если сравнивать с Америкой, стоимость, она в долларах приблизительно та же самая, но канадский доллар, он на 20% ниже американского. То есть вы экономите порядка 20%. На мой взгляд, вот что Торонто, там тот же самый, да, если вы приезжаете в Торонто, что какие-то крупные американские города, они очень похожи друг на друга. Если вы поступаете в университет канадский, у Канады сейчас очень хорошие программы, которые позволяют вам после окончания университета еще здесь жить 2 года и получить визу рабочую, и потом работать здесь в компании. То есть вы как бы заканчиваете университет, учитесь 4 года и потом получаете автоматом 2 года. Ну и плюс у них резидентские программы на данный момент хорошие. То есть если вы себя зарекомендуете, у вас, естественно, есть очень большие шансы стать резидентом, что проще, чем в той же Америке, ну и тем более в Великобритании.